Друзья, посмотрите, что у меня на заднем фоне. Наверное, многие из вас уже догадались, что это Каппадокия, Турция. И я начинаю новый влог. Наше путешествие началось со Стамбула. Мы доехали сюда на машине. И начнем с этого города. Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise in your senses. Очень красиво выглядит Стамбул, особенно если смотреть на него с воды. Мы плыли точнее на вот такой яхте. Здорово. Было здорово. Старинная часть Стамбула, Султан Ахмед. Вот как он выглядит. Египетский рынок. Колоритно. Рядом с мечетью по традиции принято мыть ноги, и есть вот такие купели. Люди готовятся зайти в храм. Необычно. Вот это одна из мечетей, одна из великого множества. Очень она большая, ее видно с другого берега. Мы прошли чуть дальше от египетского рынка, и тут началась уже более такая европейская улочка. Все магазины знакомые, европейские, но тоже очень и очень много людей. Магазин косметики, банкомат, часовой магазин. Все вот так ходят и по проезжей части. Вообще я заметила, что никаких правил нету. Все переходят улицу там, где им хочется, просто показывают рукой, что ты переходишь, и все, машина останавливается. Ну и также машины без всяких правил ездят, поэтому правил тут нет ни для кого, ни для пешеходов, ни для автомобилей. Знаменитый собор Святой Софии. Тут, конечно, вот такая ограда идет вдоль всей дороги, а мы шли вот с той стороны, и нам пришлось все это обходить. И пока это все обойдешь, уже желание так поубавляется с каждым шагом, пока дойдешь. Но вид, конечно, того стоит. Подойдем чуть поближе. Трамвайчики ходят. Для меня Стамбул – это город жареных каштанов, трамваев и котов. Время вечерней службы. Включили молитву. Так, конечно, каждый день в час дня. 4, по-моему, и вот вечером в районе 7, что ли, вечера, да? В районе 7 вечера. Меня заставили купить платок. В храм не пускают без покрытой головы для женщин. Мужчинам можно. Да, у Ляши будет капюшон сверху. Капюшон будет сверху? Оденешь капюшон? Сейчас пойдем в храм. Перед входом нужно обязательно снять обувь. Ящик. Люди все снимают. Дальше в центре молятся верующие.
Небольшая островок, где они там все находятся. Интересная архитектура. По бокам очень большие такие колонны. Нету привычных икон. Просто какие-то символика на местном языке. Но масштабы впечатляют. Это центральный вход. Просто сравнить масштаб. Маленькие человечки. И вход как будто бы для великанов сделан. Также там есть несколько уровней ярусов. Тоже недоступные для всех. Со стороны выхода сохранилась христианская часть. Тут фрески в христианском исполнении. Внутри, конечно, все уже не то. Храм был построен в 537 году. Какая старина и мощь. Посмотрите, какой масштаб. Вот, можно сказать, я на ладони маленькая и сам собор. Масштабы впечатляют. Возле храма Святой Софии такая интересная, красивая, я бы сказала, купель, где омывают ноги. Все подсвечивается в золоте. Очаровательный вид на старую часть Стамбула. Мы сейчас находимся в районе Таксим. Номер у нас выходит прямо на мечеть. Это отель Сфетель. И вот тут башенка с громкоговорителями. И каждый день в час, в 4 и в 7 часов вечера звучит молитва. Очень так все колоритно. Видите, какие улочки. Город весь очень холмистый. И даже сравним с Сан-Франциско местами. И вдалеке видна морская гладь. Это Босфорский пролив. И мы находимся довольно-таки далеко, в пару километров. Но вот как видите, тут можно разглядеть грузовые судна. И все из-за того, что мы находимся на пригорке. Вид, конечно, сумасшедший. Тут еще можно увидеть магазинчики фруктовые. Вот так, собственно, все супермаркеты и выглядят в городе. С другой стороны можно увидеть парикмахерскую. Но с этим видом мы уже прощаемся. Едем в следующий город. А это вид уже снаружи. Мы выселились из нашего номера. И вот это окошко было наше. Софитель. Снаружи выглядит вот так. Там с другой стороны еще кафе. И вот барбершоп. Это вот парикмахерская. Вот она чуть поближе. Только что была молитва, звучала на фоне. И мы сейчас пойдем в продуктовый магазин. Наконец-то мы дойдем за 3 дня. Купим немножко фруктов в дорогу. В том магазине мы ничего не выбрали. Вот отошли 2 метра. И вот тоже такая палатка. Вообще по Стамбулу классно просто ходить по улочкам. Смотреть, как колоритно. Это буквально вот 100 метров от нашего отеля. Насколько все колоритно. Хотели немножко пройти по этой улочке вниз, посмотреть на Босфорский пролив чуть поближе. Но сверху было хорошо видно, а сейчас вот по мере того, как мы спускаемся, уже вид все хуже и хуже. Ну да ладно, будем возвращаться к нашей машине. А это просто, чтобы понимать, какого формата тут дороги встречается. Вот. Наверное, 45 градусов склон. Вот правда, с Сан-Франциско можно посоревноваться. Из Рентала нам прямо к отелю подогнали авто.
Сейчас мы будем собирать вещи и поедем дальше. Вот тут рядом площадь Таксим, мечеть и место, где продают шаурму. Мы в один из вечеров ее попробовали. Ну, конечно, такое. Наша московская гораздо вкуснее. Вот такое разочарование. Доехали мы до города Бурса, остановились в 3 звездах, это Ибис отель. Вот такой номер предоставляется. Мы здесь на 1 ночь. Мне, если честно, ассоциации с купе. Вот такой небольшой номер. Ну, тут, правда, есть все самое необходимое. Телевизор, холодильник, чайник, даже сейф. И открывается вот такой вид на Бурсу. Там сейчас в дымке находится гора. Вода, мам. Вода налита, ничего себе. Ну вот воды тут нету, есть в таких стаканчиках. Туалет выглядит здесь вот так. Это фен и душ. Довольно компактно. Мы уже находимся в Бурсе, успели на шелковый рынок, самый известный, старинный, через который проходил шелковый путь. Ульяша довольна, с обновками. Купили 2 шелковых платка. Да, будешь мерить дома? Маме. В номере, хорошо. Турция — это кошачий рай. Да, кот? Как ты красиво сидишь, как статуэтка. Конец рабочего дня, и мы тут идем и видим, как люди убираются. Это, конечно, очень тоже колоритно. Весь какой-то мусор, все выгребают на центральную улицу. Но это тоже один из рынков, он крытый. Мы сейчас идем к местной достопримечательности. Сейчас я дальше вам покажу. Бурса считается 4-м городом по величине в Турции после Стамбула. Мы уже дошли до моста Ирганди. Посмотрите, какой. Это самый старинный мост, который сохранился вообще в Европе, крытый, с 1440 года. Он похож на тот, который есть в Италии, во Флоренции. Это все палаточки, там продаются турецкие сувениры. И внизу течет река. Ну и по классике жанра кто-то отдыхает. Приехали в аутентичную османскую деревню Джума-Кызык. Это недалеко от города Бурса. Деревня находится прямо в горах. Домики выкрашены очень ярко. Очень тут атмосферно, красиво. Вот такие аутентичные подворья. Мне чем-то напоминают Грузию. Но в деревне в основном вот такие магазинчики, сувениры, местная продукция, какая-то консервация, мед. Котик, ты загораешь? Какой ты красивый, серый. Да, хорошо тебе живется, да? Местная продукция очень яркая, красивая.
Я взяла 2 кофейные чашечки. Сейчас мы дошли до конца улицы. Мы думали, что тут тупик, но нет. В конце есть маленький проходик. Пойдем туда, посмотрим, что там дальше. Идем за нами. Тут тоже открывается вид на местный дворик. Вот там апельсины растут. Это оказалась хурма. Хурма. Такой красивый ресторанчик, кафе. Все выполнено, видимо, по мотивам старых фильмов. Меню тоже такое аутентичное. Выполнено все в дереве. Открывается как сказка. Тоже выбрали несколько блюд. Сейчас будем пробовать. Внутри тоже очень красиво. Прямо как дома. Очень домашняя обстановка. Принесли одно из блюд, похожее на равиоли. Так, по крайней мере, в меню написано в переводе, что это мини-равиоли с мясом, сметаной и какие-то специи сверху. Ульяш, вкусно? Да. Очень вкусно. Вот так приносят турецкий кофе. Еще вот это. Да, это сладкая трубочка и стопка воды. Турецкий кофе всегда заканчивается в полчашки гуще. Но очень вкусно. Процесс приготовления пити. Что-то по типу лепешки с сыром. Специализированная печка. Деревня обязательно к посещению. Нам здесь очень понравилось. Есть все, что необходимо. И пища для ума и пища для живота. Наш следующий пункт назначения – город Маниса. Вот такой номер. Свет тут ярче не делается, только 2 светильника. Так что с освещением пока так. О, так лучше, да? Что там у нас еще? Ванная комната выглядит вот так. Тут душевая кабина. В принципе, все необходимое есть. И можно с пёселем. Самый главный плюс. Гутен Морген от города Маниса. Вот такой вид открывается из номера. Бассейн не работает. Сейчас уже не сезон. На самом деле он очень грязный. Но если не знать этого, выглядит очень красиво. Вокруг горы. Следующий пункт назначения – древний город Эфес. Дата основания 10 век до нашей эры. Состояние ЮНЕСКО. Эфес был основан на берегу Эгейского моря. Но со временем побережье настолько обмелело, что в настоящее время оно находится в 6 километрах от города. Здесь жили римляне, греки и византийцы. Мы идем в древний амфитеатр. Вот такой амфитеатр. Но, честно сказать, не самый большой, который я видела. Совсем маленький.
Тут не только концерты были, но и какие-то политические собрания. Все, что можно было обсудить, все проводили тут. В X веке уже нашей эры город пришел в упадок, и в XIX веке археологи откопали город и нашли эти уникальные находки. Фонтан 1 века. Постройка. А эта библиотека Цельса была построена во II веке римлянами и включала в себя 10 тысяч свитков древних. А это уже римский театр и самое внушительное сооружение Эфеса. Совсем другие масштабы, чем были раньше. Он был построен римлянами в III веке до нашей эры. Какая красота, просто невозможно. Следующий город Бодрум. Наш отель находится на такой небольшой горе, и вдалеке море. Правда, довольно прохладно, но все равно на солнце довольно-таки комфортно. Такие кораблики просто невозможно, очень красиво. Бодрум считается более европейским отдыхом. Здесь и более прохладно, но оно того стоит, очень красивое место. Мы сейчас находимся на территории древней крепости Бодрум или Святого Петра. Она известна тем, что раньше здесь находилось 7-е чудо света. В IV веке до нашей эры была построена гробница Мавсола. После этого появилось такое понятие, как мавзолей. И уже в 15 веке нашей эры из камней мавзолея была построена эта крепость. С крепости открывается вид на Бодрум. Как он красиво расположен на горе, чем-то похож на Грецию. Белые домики в лучах солнца. Древние находки со дна океана. Рядом с крепостью терпели крушение корабли. И вот то, что нашли аквалангисты. Древние амфоры. Внутри башни были высечены вот такие лавки, и можно было немного почилить с видом на город. А там Там какая-то секретная дверь.
Между крепостными стенами какой огромный ров построен. Невозможно представить, какого размера был мавзолей. Это только маленькая часть. В каждой башне собраны еще находки аквалангистов. Зашли в местное кафе перекусить с видом на роскошную жизнь. Смотрите, какой вид открывается прямо из кафе. Яхты. Можно медитировать. Чипс. Такой незамысловатый сервис. Это все, что мне удалось выловить из салата. Это перец вместе с сердцевиной. Главное блюдо нам принесли на двоих из мяса. Это говядина и баранина. Бараньи ребра, шашлык, люля-кебаб. Традиционные сладости. Это сверху мороженое. Там даже должен быть сыр внутри. Штука тоже тут сверху мороженое. И все это чем-то похоже на пахлаву. С сиропом. На мой вкус вот этот десерт понравился больше. Тут внутри фисташки, и он не такой сладкий, как обычные сладости. Мороженое очень хорошо сочетается. А вот здесь вот как раз и есть сыр. И оно слаще, чем первый вариант. Похоже на какую-то сладкую кашу. И вот оно море рядом с Бодрумом. Эгейское море. Сейчас температура около 20 градусов воды. Но, если честно, вот не сезон. Октябрь прям совсем уже не сезон. Довольно-таки прохладно. В нашем отеле есть еще закрытый бассейн со всем спа-комплексом, хамамы, фитнес. Но, понятное дело, тут воду не подогревают. Она примерно такой же температуры, что и море. Но мы все равно попробуем искупаться. Как всегда и во всех бассейнах дурацкое правило одевать шапку. Короче, это очень холодно, меня хватило на 3 минуты, но зато можно зайти в турецкий хамам, набрать там чашу с горячей водой и немножко себя пообливать. Вот это было классно. Вот так выглядит настоящий турецкий хамам. По углам расположены чаши, которые называются курны. Курны не имеют слива и наполняются горячей и холодной водой. Какие краники причудливые, очень красивые. Омовение производят специальными металлическими черпаками. А черпаки называют таши. В русских банях они выполнены из дерева, а здесь они всегда металлические и со специальным местным узором. Очень красиво выглядит. В хамаме поддерживается температура 30-35 градусов, поэтому здесь не так жарко, как в обычной бане. Из специальных отверстий должно выпускаться пар. В отельном ресторане Рамада обычное меню европейское.
Нам принесли блюдо. Вот так выглядит стейк у меня. Греческий салат. Огромные тарелки, огромные порции. И у Яши половинка болоньезы. Это половинка. И вторая половинка. Банда котов охотится на наш обед. Просто они нас окружили. Яша решила попробовать стейк. Да, будешь пробовать? Нет. Смотри, без соуса. Соус. Нету соуса. Что ты дерешься? Была у меня одна мечта, что мексиканская собака когда-нибудь появится вот возле моря на пляже и будет копать песок там. Ну так вот, сегодня мы Вольта взяли на пляж к Эгейскому морю. Вообще весь пляж усеян собаками, тут много собак и, соответственно, собачьих сюрпризов. Наверху возле отеля кошачье царство, а здесь правят собаки. Очень много бездомных собак, больших.